Российским войскам удалось продвинуться вперед в городе Солидар Донецкой области, но успехи эти незначительны и не приведут к оперативному окружению соседнего Бахмута. Об этом пишут аналитики Американского института изучения войны. Темпы продвижения на этом участке максимум несколько сотен метров в день, а потери россиян здесь исчисляются сотнями в сутки. Что сейчас происходит в Солидаре и почему этот город так важен для российского командования, разбираемся в этом видео. Тяжелые бои идут уже в самом Солидаре, он практически полностью разрушен. Уничтоженные дома, автомобили, местным жителям остается лишь иронизировать. Колесо надо подкачать. Российские военкоры сообщают, якобы армия РФ практически взяла город, но в вооруженных силах Украины заявляют, это неправда, ВСУ отбивают атаки. Наши вооруженные силы командования делают все, чтобы нанести врагу максимальный ущерб в личном составе и в технике. И делать все для того, чтобы выровнять тактическое положение и действовать в соответствии с тем, как на данный момент требует оперативная обстановка, чтобы нанести врагу ущерб и сохранить максимально свои силы. О том, что Солидар под контролем вооруженных сил Украины, свидетельствуют и видео, которые публикуют украинские журналисты и военные. Например, на фоне предприятия «Артем-Соль». Оно в самом центре Солидара. Солидар – це Україна. Информация о том, якобы россияне вот-вот возьмут Солидар, не соответствует действительности. Об этом говорят и все опрошенные новостями Донбасса военные эксперты. То, что им удалось вклиниться на 100 метров, не означает, что мы должны сейчас же рисовать там далеко идущие планы. Речь идет про наступление там на расстояниях 50-100 метров. Ну, то есть это не идет речь о том, что там город потерян или там зашли в город такого плана. То есть там происходит та самая окопная война с крайне небольшими успехами с обеих сторон. Ситуация тяжелая, но контролируемая. И ситуация эта постоянно меняется, говорят эксперты. Россияне и правда имели в Солидаре частичный успех. Дошли даже до завода «Артем-Соль», но ненадолго. Дошли до железнодорожной станции, тоже ненадолго. И заняли окрестности Солидара. После чего мы провели быструю перегруппировку, ввели резервы, и город был практически зачищен, но не полностью от противника. Но большая часть города, еще раз повторюсь, сегодня контролируется вооруженными силами Украины. При этом эксперт говорит, Солидар штурмуют в основном наемники частной компании «Вагнер», которых перекинули сюда из-под Бахмута. Тут кадровых частей мы не видели. Штурмовали Солидар в основном именно наемники. Они, очевидно, попытались создать какой-то такой ударный кулак и стремительным броском попытались захватить Солидар. И все это были атаки небольшими группами без прикрытия бронетехникой. Точно так же, как и под Бахмутом, и также ценою огромных потерь. Россияне несут несоизмеримые потери с теми успехами, которыми они могут похвастаться. Каждые 100 метров пройденной украинской земли связаны у них с сотнями, а то и с тысячами убитых и раненых бойцов, которые останутся калеками. Ожесточенная мясорубка на каждом клочке солидарской земли. Сначала россиян накрывает высокоточная украинская артиллерия, поля вокруг Солидара уже усыпаны телами. Они идут таким потоком, что даже их артиллерия не всегда может остановить. Они прорываются к нашим окопам, к нашим укреплениям. И вот у наших пулеметчиков, там есть у некоторых людей, которые же просят психологической поддержки, потому что вот идет волна, там 30-40 человек, он там 10 человек скосил из пулемета. Они отходят, опять идут в атаку, гибнут сотнями человек в сутки. Сначала в атаку бросают наемников из частных военных компаний. Если им удается закрепиться в какой-то многоэтажке, туда направляют уже частично мобилизованных. Но это им не помогает, говорят українські защитники Солидара. Вони вже кучкуються, розбігаються, тобто у них немає як такого бойового духу. Вони, востаннє вони просто спряталися в парадне, ми бронегрупою рознесли там все парадне, розносили, поки вони не замовчали. Ворог нас боится наших козаків. Россияне поняли, что не смогут взять Бахмут, поэтому решили перенаправить свои главные усилия на Солидар.
чтобы потом атаковать сам Бахмут с севера, говорят эксперты. Но аналитики Американского института изучения войны утверждают, продвижение в Солидаре не означает неизбежного окружения Бахмута. В военном плане смысла в этих постоянных атаках нет, утверждают эксперты. Пригожин и Шойгу просто соревнуются между собою, кто из них выполнит обещание перед Путиным взять под контроль Донецкую область. Ну, это уже внутренняя политическая борьба в Москве. Вот. Ну, кто себя лучше покажет перед царем и отечеством. И цель этой борьбы – это кто будет преемником после Путина. Мы видим, что создаются частные военные компании, которые являются по сути своей военно-политическими структурами. И кто имеет свою частную армию, тот может выступать как партнер в переговорах о разделе власти. Но есть в Солидаре и меркантильный интерес самого Пригожина. В качестве приза полагается та самая Артемсоль, ну, то есть соляные шахты, которые находятся в этой местности. И вот поэтому он так вот штурмует, бросает неимоверные просто людские ресурсы в бой. И что вот когда он якобы, если он захватит Солидар, то он сможет управлять этой Артемсолью. Российским же солдатам рассказывают о долге перед Отечеством, а за ними ставят заградотряды, которые расстреливают всех, кто отступает. Нам очень важно знать ваше мнение. Пожалуйста, пишите свои комментарии. А если вам понравилось это видео, поделитесь им с друзьями.